Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о вещах, о которых не стоит никогда и никому рассказывать. Что это за вещи и почему именно это нельзя никому рассказывать, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет ценна и важна. С теми поделитесь, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что эта информация действительно будет полезна. Вы знаете, наша жизнь зависит не только от нас, но и от окружающих людей, от тех событий, которые есть вокруг нас. Поэтому именно счастье достигается не только путем упорного движения к своим целям. И чтобы не сделать определенных ошибок, важно соблюдать некоторые жизненные правила. И это защитит вас от проблем, которые существенным образом отражаются на том, что с вами происходит. Конечно, вы можете игнорировать эти советы, а лучше всего взять их на вооружение, и через некоторое время вы поймете, насколько они значимыми. Итак, что же не стоит рассказывать никому и ни при каких обстоятельствах? Начнем со сплетен. Как говорят, у человека всего один рот, но два уха. И старцы так аллегорически сравнивают это с жизненным принципом, который подразумевает меньше говорить, но больше слушать. Поэтому, если вы находитесь в компании людей, которые говорят о других сплетни, то просто внимательно слушайте. Никогда не рассказывайте другим, что вы узнали. И эту информацию следует воспринимать очень критично, поскольку мотивов у сплетников может быть несколько. Такие люди могут просто по глупости обсуждать слабости и неудачи другого человека, а могут намеренно стараться опустить соперника. И вы знаете, практика показывает, что большой успех во всех делах преследует именно тех людей, кто мало говорит, но много знает. Улыбка, хорошее настроение, комплименты собеседнику – это то, что вас действительно сделает хорошим товарищем. Не стоит полностью отстраняться от людей, склонных к разговорам за спиной, потому что они могут вам очень сильно пригодиться. Помните, все сплетники говорят гадости не только вам, но и о вас. Поэтому ведите себя с ними максимально просто, дружелюбно и ни при каких условиях не рассказывайте ничего о себе. Следующее, что храните в тайне, это ваши отношения и семейную жизнь. Не зря говорят, что ссор из избы выносить нельзя. И ни с кем не обсуждайте то, что происходит в ваших отношениях, даже с самыми близкими друзьями или родственниками. А с вашими вторыми половинками не делитесь проблемами и болью, которую вам причинили, например, мать или отец. Конечно же, многие из нас нуждаются в простом понимании и в том, чтобы нас выслушали. Но, вы знаете, к сожалению, откровения никогда не идут на пользу. Если мы возьмем Америку, которую многие люди почему-то восхищаются и считают, что это самый идеальный мир, то, вы знаете, в США не принято делиться с людьми своими неприятностями. Для этих целей там есть психотерапевт. Стоит ли говорить, что в Америке намного выше уровень жизни? Кроме того, в проблемных ситуациях люди стараются дать советы. Они часто оказываются, вы знаете, неправильными. Впоследствии вы разочаруетесь, будете винить себя или их, и обвинения эти тоже ни к чему хорошему не приведут. Следующее, что ни в коем случае нельзя рассказывать, это ваши планы на будущее. Помните, наши идеи, мечты, они очень такие вот хрупкие, потому что даже находясь в вашей голове, проходят проверку на прочность сомнениями и переживаниями. Поэтому, если вы хотите поделиться с миром, делитесь результатом, а не намерением. Поверьте, каждому очень интересно узнать о том, что же вы планируете сделать в будущем.
И редко какой человек может искренне порадоваться за вас. Даже ваши родители или дети. Знаете, здесь просто чистая психология. И друзья начнут сравнивать вас и себя. Им невыгодно, чтобы вы становились успешными. Все люди стремятся к тому, чтобы быть лучше всех. Если вы будете рассказывать о мечтах, о планах, то есть большая вероятность, что они никогда не осуществлятся. Далее никому не нужно рассказывать о своем духовном мире, о вере и религии. Подобные мысли должны оставаться только в вашей голове. Если ситуация действительно располагает к подобным беседам, то можете делиться своим опытом. Но в других случаях не стоит распространяться о том, что вы видели нечто божественное или решили идти к духовности. Если вы атеист, то не надо, категорически не нужно навязывать свое мнение другому человеку. Не унижайте собеседника, обвиняя его в отсутствии критического мышления. Многие люди только и живут мыслями о Боге, стараясь избежать страха и своих комплексов. Именно поэтому тема веры, религии и духовности считается темой табу. Далее, что нельзя рассказывать о своих успехах и поражениях. Поэтому никогда не говорите другим людям, потому что это касается не только вашей карьеры, но и любви. Ваши победы должны оставаться всегда при вас. А уж поражение вас и вашего партнера и вовсе не тема для светской беседы. Вы должны помнить о том, что людям не интересно слушать о том, как вы роскошно живете. Поверьте, никто не будет думать о вас хорошо, а это породит только зависть, которая позже перерастет даже в ненависть, а поражения сделают вас в глазах других людей неудачником. Сработает здесь психологический эффект ореола. Другими словами, даже если вы потом и проявите себя словно герой, то окружающие подумают, будто вам просто повезло. Следующее, что нельзя рассказывать, это о деньгах. Ваши доходы, финансы никогда не должны быть предметом обсуждения. Когда вы начинаете обсуждать доходы с друзьями, с родственниками, это может породить соперничество и зависть. Отношения могут быть испорчены возникшей враждебностью и ревностью. И чтобы избежать этого, вы должны научиться держать это в секрете. Помните о том, что деньги очень сильно влияют на отношения в нашем современном мире. И не только на семейные, но и на дружеские. Поэтому выбирайте себе друзей и партнеров с похожим достатком, какой имеете вы. Далее, никогда никому не рассказывайте о секретах и деталях вашего образа жизни. Например, ваша новая диета или здоровый образ жизни, которые могут продлиться намного дольше, если все останется в секрете. Поэтому попытка рассказать об этом привлечет ненужное внимание людей, не очень заинтересованных в вашем благополучии. Вы знаете, это больше всего деликатные темы, о которых лучше вообще никому не рассказывайте. Просто твердо держитесь намеченного плана. Девушкам не стоит рассказывать подругам и близким о том, как они ухаживают за собой. Даже если вы и прибегали к каким-то радикальным мерам, держите все это в тайне. Это касается пластических операций, косметологии и так далее. Также никто никогда не должен знать о ваших жизненных принципах и установках. Например, если вы принципиально не хотите общаться с людьми определенной веры, мышления, заработка, то не отчитывайтесь об этом и не объясняйте причин. Это никому не нужно. Вот, друзья, в этом видео мы хотели вам дать определенные советы и рекомендации касательно того, о чем не нужно рассказывать и говорить с другими людьми, даже если они вам и действительно близкие люди.